Глава 215. Впрочем, Фэн Синь помедлил совсем немного, прежде чем дать ответ. Он уже почти открыл рот, когда Цзянь Лань язвительно усмехнулась. «Да брось, тебе даже отвечать не нужно. Ты сейчас лишь узник, и любые обещания прозвучат впустую, я ни единому слову не поверю. Не говори ничего. А захочешь признать, я тебе этого не позволю». Маленький дух, устроившись на руках матери, показал Фэн Синю язык и захихикал совсем как взрослый. Цзянь Лань же с силой шлепнула дитя по попе и забранилась: «А ты чего рожицы корчишь? Велено было не бегать, где не следует, какой же ты непослушный». Уродливое личико духа расстроенно сморщилось, и он, наконец, затих. Мать с ребенком торопливо покинули дворец Наньяна, и как бы Фэн Синь не звал ее: «Цзянь Лань! Цзянь Лань!» Ответа не дождался. В итоге Фэн Синь, оставшись один, в изнеможении сел на пол и уставился на лежащую перед ним покусанную редиску. Потом закрыл лоб рукой и лег, не имея сил даже на то, чтобы выругаться. Селянь на крыше дворца тоже вдохнул. Неожиданно Хуачен обратился к принцу: «ГГ, помнишь ли ту ночь на горе Юйцзюнь? Ведь этот дух нерожденного появлялся и там тоже». Селянь понял, что он хочет сменить тему, и не стал противиться. К тому же, появление духа на горе Юйцзюнь действительно казалось весьма подозрительным событием, и принц тут же встрепенулся: «Помню. Тогда я сидел в паланкине, и он при помощи детской песенки подсказал мне, как найти злого духа новобрачной, то есть Сюань-Цзи. Кроме того, не позволил другим его услышать, как будто специально обращался именно ко мне. Не знаю, с чем это связано. Похоже, его надоумил Цзюнь, та загадка как раз и была его целью. И еще как он стал злобным призрачным слугой Цзюню. Боюсь, об этом тоже придется расспрашивать советника. Так давай расспросим. У меня есть для ГГ хорошая новость: призрачные бабочки отыскали, где именно его держат». «И где же?» — взволнованно спросил принц. «Во дворце Линвэнь». И внутри дворца, и снаружи не стало младших служащих литературы, которые обыкновенно сновали туда-сюда с огромными ворохами свитков. Зато появились сурового вида солдаты, патрулирующие столицу по приказу Цзюню. Бесшумно опустившись на край загнутой крыши, Селянь уточнил: советника заперли внутри. Его сторожит Линвэнь, верно. И на ней божество парчевых одежд. Сейчас Линвэнь можно считать и богом литературы, и богом войны. Сосредоточенно оглядевшись, Селянь произнес: «Что ж, это усложняет задачу». Конечно, принц не считал божество парчевых одежд достойным противником, но все же тварь обладала серьезным уровнем магических сил и наверняка была проницательнее, чем все эти дозорные на улицах. Если они вот так безрассудно проникнут во дворец Линвэнь, божество парчевых одежд не сможет их одолеть, однако, вполне возможно, сразу заметит их присутствие. А если он заметит, то и Линвэнь, несомненно, тоже. Линвэнь наверняка в любой момент может связаться с Цзюнь по сети духовного общения, продолжал Селянь. Если она обнаружит нас, Цзюнь обо всем узнает. Разве только божество парчевых одежд будет не на ней, и Линвэнь станет простым богом литературы, тогда она точно не почувствует неладное. А божество парчевых одежд без нее останется лишь одеянием и также ничего не сообщит Цзюню. Нужно придумать, как разделить их. «Не надо ничего придумывать», — заметил Хуачен. «Она рано или поздно снимет эту тряпку». Объяснений не требовалось, Селянь прекрасно его понял. Божество парчевых одежд все же нельзя было назвать хорошей вещью, тварь источала тяжелую темную ци, а Линвэнь пока не низвергли официально, а она до сих пор являлась небесным чиновником, и постоянное ношение этого одеяния действовало на нее негативно. К тому же поддерживание мужского облика требовало затрат магических сил, которые мало кто мог бы вынести. Линвэнь должна была снимать своего защитника хотя бы раз в день на какое-то время. Пока они тихо переговаривались, из дворца Линвэнь, заложив руки за спину, неторопливым шагом вышел мужчина в черном. Что-то сказав воинам снаружи, он направился в боковую пристройку дворца, но вскоре вышел оттуда и вновь вернулся в главный зал.
Это была Линвэнь. Входя в боковой зал, она находилась в облике мужчины, выходя же из него, уже вернулась к истинному обличию. Кроме того, черное одеяние исчезло, да и шаг сделался уже не таким мощным, как у мужчины, при одном взгляде на которого становилось ясно, что он хорош в бою. Она и впрямь решила передохнуть. И теперь божество парчевых одежд осталось в том боковом зале, двое на крыше переглянулись. «Ну вот, они разделились», — произнес Хуачен. «ГГ, удача тебе благоволит». Селянь, испустив вздох облегчения, посмотрел на него. «Это Сань Лану благоволит удача». Хуачен расплылся в улыбке, в главный зал. Или боковой, подумав, Селянь решил, в боковой. Пока нам неизвестно, что происходит в главном зале. Если Линвэнь все время находится рядом с советником, мимо нее не проскользнуть. Но заполучив божество парчевых одежд, мы, возможно, получим шанс с ней договориться. Они подождали еще немного, и когда наступила смена караула, вместе слетели с карниза крыши, проникнув в боковой зал дворца Линвэнь. Оказавшись внутри, Селянь стер со лба выступивший от стыда пот. Что ни говори, а тайное проникновение в личные покои женского божества вовсе не благовидный поступок, о котором можно говорить в открытую. Но стоило принцу рассмотреть убранство, ощущение стыда немного отступило. Прежние покои Селяня были роскошнее, в покоях Фэн Синя царил больший беспорядок, покои Муцина отличались большей изысканностью и продуманностью. В общем, с виду зал нисколько не походил на женскую комнату, и принц почувствовал себя несколько свободнее. Помещение практически пустовало, спрятать здесь что-то было невозможно, и очень скоро Селянь обнаружил сундук, который сразу же открыл. В тот же миг его лицо потемнело не только из-за демонической ци, хлынувшей наружу, но еще и потому, что в сундуке обнаружились лежащие ровными стопками совершенно одинаковые черные наряды. Неужели снова, в прошлый раз, ему точно так же пришлось разыскивать среди сотни одежек настоящее божество парчевых одежд, и тогда демонические платья учинили такой переполох, что теперь он вспоминался принцу страшным сном. Конечно, сейчас одежд было не так много, около 20, но каждая черного цвета, без единого отличия. Еще неизвестно, в каком случае принцу придется понервничать сильнее. Да и здесь ли хранится настоящее божество парчевых одежд? У Селяня по-настоящему разболелась голова. Он спросил: «Сань Лан, чем сейчас занят Цзюню?» «Нам хватит времени». Хуачен все это время не прекращал наблюдения за обстановкой в столице и, услышав вопрос, неторопливо ответил: «Не волнуйся, ГГ, время у нас есть». Цзюнь до сих пор не заметил, что ты сбежал. Он в своем дворце допрашивает Муцина. И, судя по всему, будет допрашивать еще долго. Селянь застыл. Муцина. Он допрашивает Муцина. Зачем? Призрачные бабочки не могут проникнуть во дворец Шинью, поэтому мне никак не расслышать. Но тебе должно быть известно, он внимательно посмотрел на Селяня, что ничего хорошего этот разговор не несет. Вспомнив, как Цзюнь обошелся с Иньюем, Селянь в душе забеспокоился. Однако сейчас от беспокойства не было никакого толку, поэтому принц решительно заявил: «Давай поторопимся. Я надену на себя каждое одеяние, чтобы испытать их. Сань Лан, ты будешь давать мне приказы. Если божество парчевых одежд не желает, чтобы его обнаружили, или же не собирается убивать своего носителя, его можно надеть и снять в любой момент, без какого-либо вреда. Но в случае, если кто-то велел другому надеть темное одеяние, а затем приказал что-то, носитель обязан повиноваться. Таким образом, они непременно разыщут настоящее одеяние, несмотря на небольшой риск. «Давай лучше я», — предложил Хуачен. Но Селянь покачал головой. «Сань Лан, когда ты надевал божество парчевых одежд, по какой-то причине его способности на тебя не подействовали. Возможно, это из-за статуса князя демонов. Придется проверять на мне». С такими словами принц снял верхнее одеяние, белый халат упал у его ног. Хуачен, приподняв бровь, выбрал одну черную одежку и протянул Селяню: «Что ж, тогда не оскорби меня отказом». Принц быстро надел протянутое одеяние.
Что ж, все оказалось не так уж плохо. Черный халат Линвэнь оказался вовсе не откровенным и изящным платьем, выглядел весьма пристойно, и надеть его не составило большого труда. «Готово?» Селянь поднял голову. «Можешь озвучить мне свое требование?» Подложив правую руку под локоть левой, а левой подперев подбородок, Хуачен, глядя на принца, будто бы погрузился в размышления, затем произнес: «Что ж, вот мой приказ, ГГ». Окончание фразы долго ждать не пришлось, Хуачен расплылся в улыбке: «Позаимствуй у меня немного магических сил». Селянь, разумеется, понял, что означает это «позаимствуй магических сил», и чуть не задымился от смущения. Это точно не оно. Принц в торопях стянул черное одеяние. Ах, какая жалость! Это не оно. Селянь серьезно произнес: «Сань Лан, ты ведешь себя неправильно. Будь посерьезнее, не предъявляй подобных требований». Хуачен простодушно переспросил: «Я недостаточно серьезен». «Каких требований?» «ГГ, не мог бы ты разъяснить подробнее?» Селянь тихонько кашлянул и строго ответил: «В общем, не проси меня заимствовать у тебя магические силы. В остальном можешь приказать что угодно, например, покружиться на месте, подпрыгнуть дважды и тому подобное. Все, что придет в голову». Хуачен, приподняв бровь, уточнил: «В остальном могу приказать что угодно». «Хорошо, я понял». И протянул принцу еще одно одеяние. Быстро надев его на себя, Селянь снова поднял взгляд на Хуачена, который, внимательно на него посмотрев, начал: «ГГ», и тут же вновь заулыбался: «Не заимствуй у меня магические силы». Селянь его недооценил. Оказывается, был и такой вариант. В спешке стягивая с себя одеяние, принц заключил: «Все ясно». Это тоже не то, однако Хуачен остановил его: «Постой, ГГ, кто сказал, что это не то? Ты ведь еще не подтвердил этого действием». Хуачен приказал не заимствовать магические силы. А чтобы доказать, что одеяние на селяне не является божеством парчевых одежд, необходимо нарушить приказ Хуачена. Другими словами, совершить противоположное, позаимствовать у него магические силы. Как бы принц ни увиливал, они все равно вернулись к тому, с чего начали. Глядя на совершенно невозмутимого Хуачена, Селянь поразился: «Ну и хитрец же ты! Так ведь нельзя, не находишь?» Хуачен, скрестив руки на груди, наклонил голову набок и, не задумываясь, ответил: «Почему это?» «ГГ, разве не твои слова, что я могу приказать что угодно, кроме «позаимствуй у меня магические силы»? Раз такой приказ пришелся тебе не по душе, я выбрал абсолютно противоположный, как это можно назвать хитростью?» Все честнее некуда, Селянь просто не смог найти слов для ответа. Он указал на Хуачена пальцем: ты, ох, мне тебя не переспорить, хватит дурачиться, чтобы не тратить драгоценное время». Селянь быстро подошел и чмокнул Хуачена. При этом еще и огляделся по сторонам, будто опасаясь, что кто-нибудь подсматривает, хотя прекрасно знал, что поблизости никого нет. На лице Хуачен не дрогнул ни один мускул, он бесстрастно заключил: «Очень хорошо. Теперь я уверен, что это не то одеяние». Селянь, снимая черный наряд, произнес: «Больше не озвучивай подобных требований». Хуачен, с улыбкой протягивая ему следующее одеяние, пообещал: «Хорошо, хорошо, как пожелаешь, ГГ». Принц, которому не оставалось ничего, как принять протянутое, подумал: «Мне все время кажется, что с Сань Ланом становится все труднее справиться. Возможно, мне и правда лишь кажется». Он переживал, что Хуачен вновь решит над ним позабавиться, но тот, удовлетворившись парой шуток, сделался серьезным, позабыв о хитрых проделках. Впрочем, именно это теперь и казалось Селяню странным. Вот только, когда они проверили все одеяния, лежавшие в ящике, Селянь так и не послушался ни одного приказа Хуачена. Неужели настоящее божество парчевых одежд хранилось не здесь? Не может быть. Линвэнь совершенно точно сняла его. К тому же от груды платьев из ящика исходила темная ци, а значит, тварь должна прятаться среди них. Хуачен, прислонившись к дверному проему, произнес: «ГГ, похоже, божество парчевых одежд не имеет власти не только надо мной, но и над тобой тоже».
Что же именно пошло не так?